В этом видео вы увидите, как будем диагностировать неисправность в блендере Redmond модель 2916. Так, смотрим, я его включаю, и никакой реакции нет. Всем привет! Вы на канале Device. Приступим. Сегодня у нас необычное видео. Я этим так не занимаюсь, но когда речь идет о блендере тещи, то нужно сделать. Все, приступаем к разборке. Пробуем снять вот эту регулировку скорости. В интернете именно эту модель я не нашел, как разбирать, поэтому посмотрим как. Видим, что он у нас здесь наклеен на переменном резисторе, и из-за этого мы не могли его снять. Вот это наш так называемый регулятор, то есть что щелкает. И на переменном резисторе была приклеена пластмасса, мы ее оторвали, потом приклеим обратно. Чтобы ее не оторвать, разобрать эту модель блендера не удастся. Все, откручиваем. Снимаем. Отогнем вот эти усики. Отогнем вот эти усики для того, чтобы снять нам вот эту железяку. Далее снимаем клавиши. Так, не могу толком понять, как он разбирается. Сейчас будем пробовать плату вытаскивать. Но перед тем нам нужно вытянуть кнопки, потому что они будут мешать. И вот наконец я нашел способ, как его разобрать. Я взял растворитель, залил сюда по периметру, и у нас же зашевелилась вот эта головка. Везде.
что мы здесь видим? Итак, я немного прибрал на столе, продолжаем видео. Добрались мы к плате. Давайте начнем. Так, это у нас предохранитель вот такой изолирующий. Видим, что он у нас в обрыве. Дальше идет диод. Диод у нас справный. Дальше здесь у нас семистр. Его выпаем, посмотрим на маркировку и тоже прозвоним. И давайте к диодам. Видим, у нас пробитые диоды в разные стороны. Звонятся диоды пробитые. Так, теперь проверяем резисторы. Видим, здесь у нас первый 823 на резисторе написано 82. Первые две цифры это числовое значение, третья цифра это множитель. Что это означает? Нам нужно 82 умножить на 10 в третьей степени. И мы узнаем, какое должно быть у него сопротивление для проверки. Умножим 82 умножить на 10 умножить на 10 и умножить на 10. 82 килоом. Сейчас проверим. Ну, почти так. Почти 80 килоом. Идем дальше. 474. Смотрим 47. Множим на 10 в четвертой степени. Здесь у меня на калькуляторе нет степеней, поэтому я множу так. Умножить на 10. Умножить на 10 и умножить на 10. Еще раз на 10 помножить. 470 килоом. Смотрим. Так и есть. Далее у нас с нулевым сопротивлением. Так, у нас показывает 0,6, но давайте замеряем щупы. И они также показывают 0,5-0,6. Не плутаем с перемычкой. Здесь именно должен быть резистор с нулевым сопротивлением. Далее у нас 302. 30 умножить на 10 второй степени. Должно быть 300 Ом. Ой, у меня 3 килоома. Должно быть 3 килоома, так и есть. Резисторы у нас исправные. Значит, что мы имеем? Нам нужно выпаять семистр вот этот. Заменить вот эти диоды, потому что они у нас все пробитые. Ну и что вот, заменить предохранитель. Все, купим запчасти. Давайте еще проверим мотор. Мотор у нас 220-240 вольт. Но я думаю, если я подключу 20 вольт, если он рабочий, он должен хотя бы немножко крутиться. 20 вольт я могу подключить, так как у меня блок питания выдает 20 вольт.
Да, видим, у нас моторчик работает. Итак, смотрим, я поставил диода на 2 ампера, я у себя не нашел, нужно заказывать в интернете. Поставил диоды на 1 ампер. Далее, что я еще сделал? Конденсаторы все проверил на ESR метре, они рабочие. Не смог проверить я семистр, установил его. И в качестве предохранителя я установил обычную лампочку накаливания. Видим, да? И давайте посмотрим на наш результат. Видим, у нас диоды загорелись, но при нажатии на там, где у нас обороты, никакой реакции нету. А управляет оборотами у нас переменный резистор, и дальше оно идет на вот этот семистр. И семистр уже подает ток на мотор. Вторая кнопка, которая у нас турбо, так называемая, она работает напрямую. Она работает в обход вот этого резистора и вот этого семистра. Она работает с постоянки, с переменки 220, проходит через диоды и так работает напрямую переменкой. Смотрим. Видим, при нажатии у нас мотор срабатывает, но его нужно установить, чтобы он работал. С этого я делаю вывод, что у нас плата частично исправна. Вот эта кнопка у нас работает. После замены вот этого семистра, я думаю, у нас заработает кнопка с регулируемой мощностью. Все, продолжим видео, когда заменим вот этот семистр и закажем диоды по 2 ампера. Это у нас диоды IN4007. Характеристики их не по 1 амперу. Я хочу поставить здесь так же, как и стояло. Здесь стояли диоды M2S, по-моему, или S2M. Вот такие я хочу заказать. Они идут на 2 ампера, установим, и тогда продолжим видео. Покажу вам результат. Итак, друзья, продолжаем видео. Я заменил семистр. Вот, купил их сразу несколько. Заменил диоды. Замесь предохранителя у нас пока что лампочка. Потом установим предохранитель. Заказал на 2 ампера и на 6. И что ж, теперь давайте проверим наш прибор с помощью регулируемого резистора. Включаем. Видим, прибор засветился. Это у нас кнопка отвечает за регулируемые обороты блендера. Видим, работает. И это у нас турборежим. Видим, тоже все работает. Теперь будем собирать все в корпус. Сейчас поставим предохранитель вместо лампочки, и тогда я вам покажу уже результат в корпусе, когда блендер будет собран. Все, друзья, наш блендер почти собран. Осталась только крышка вот эта. Но я ее соберу после того, как выровняю вот эту железяку и кнопки. Все, давайте проверим. Так, турборежим. И режим с регулировкой. Слышим звук. Мощность у нас меняется. Все работает. Вот такой ремонт у нас, друзья, получился. Будут вопросы, задавайте. Надеюсь, это видео поможет устранить вашу поломку. Все, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.